Бронебойно-зажигательный трассирующий патрон 50 БМГ. «95-очка». Пахнет знатно. Ветер. Знаете, на что ветер влияет постоянно? На скорость пули, на ее отклонение. А еще на отклонение команданты может повлиять этот выпуск, потому что та пушка, которую я собираюсь сегодня презентовать, может неизгладимый след оставить не только на плече, на глазу и на всей судьбе нашего проекта, потому что сегодня у нас французская, то ли безродная, то ли очень больших королевских кровей, винтовочка под названием Le Tanyon. Вот она здесь у меня притаилась. Это 50 БМГ. Найдено, сами знаете где. Если знаете, напишите в комментариях. Это болтовка, которая может очень большие увечья нанести моему плечу. Поэтому сегодня, да, мы говорим про эту винтовку. Если кто-то знает, что это значит, Le Tanyon с французского переводится как цепень. Патроны пулеметные, бронебойно-зажигательно-трассирующие. Естественно, для этой винтовки желательно бы использовать патроны, которые снайперские, то есть перевешенные специальные снайперские патроны, которые точнее, у которых, наверное, отдача по-другому, и они, наверное, так не засирают ствол, как бронебойно-зажигательно-трассирующие. Так вот, разорвет вот эту штуковину от этих патронов или нет? Будет ли у меня метка дурака на лице, потому что прицел тут тоже очень интересный? Или же все пройдет хорошо? Об этом расскажет вам следующие 30 минут. Вон он пошел. Красавчик. В общем, погодка летная, и для команданта отличный денек, чтобы испытать судьбу. В конце концов, я ведь все время испытываю судьбу. Погнали. Первое, что меня смущает, что я буду стрелять бронебойно-зажигательно трассирующими. Засирается ствол, может быть больше пороха, все что угодно может быть. Я не знаю, кто сделал эту винтовку. И судя по тому, что на ней написано Le Tanyon 001, и это видно, что это какая-то заводская набивка. Это значит, что она, видимо, либо самая первая, либо единственная. Сейчас я заряжаю туда бронебойно-зажигательный патрон. Мы туда пихали, кстати, 12,7 пробовали, но не получилось. Что я сделал? Я впервые, да, стреляю из 50 БМГ иностранного производства. Я сегодня впервые воспользуюсь методикой Мэтта Каррикера, которая называется «Дерни за веревочку». Да, я уж точно пойму, какая отдача. Поставлю его так, упру чуть-чуть вот так рукояткой. И мне нужен шпагат, я привяжу. Регулярно нужно обслуживать не только оружие, но и автомобиль. А лучший способ сделать это выгодно на autospot.ru. Тут вы всегда найдете цены и скидки на ТО, причем довольно удобно просматривать все предложения, ведь они указаны на карте. А также есть рейтинг сервисов, благодаря которому вы найдете с легкостью не только лучшую цену, но и лучшее обслуживание. А чтобы зафиксировать за собой цену, достаточно оставить заявку в 2 клика. Вот, к примеру, возьмем Renault Duster. У некоторых сервисов цены могут достигать и 30 или даже 50 тысяч рублей, но благодаря Автоспот эту сумму можно уменьшить вдвое. А если автомобиль на гарантии, то это и вовсе лучший ресурс для экономии, поскольку все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов. А значит, с гарантией будет полный порядок. Ссылка в описании. Пользуйтесь. А что это за установка, вы спросите? Можете об этом написать в комментариях. Из плохого что может случиться? Может разорвать ствол.
Может произойти, короче, все что угодно, потому что я никогда не стрелял из такой хрени и вообще не знаю, что это такое. Может быть, кто-то из вас знает, что это такое, если мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Поэтому я на безопасное расстояние отодвигаюсь. Чем дальше, тем лучше. Мэтт Каррикер меня бы понял. Вы готовы, дети? Она работает! Это значит, что у нее не поврежден был в процессе путешествия ее предыдущего владельца. Это хорошо. Посмотрим. Оп! Сработало штатно. И сейчас я буду стрелять первый раз с плеча. Не судите строго, я буду кричать. У меня ростовая мишень, вот она, зеленая. Я попробую попасть ей куда-нибудь в голову, не в голову. Ну, короче, давайте посмотрим, насколько пристрелен. Потому что здесь стоит 13, здесь стоит 2+. Без понятия, как это будет. Опять же, вот это у нас штуковина очень странная. Вот видишь, он не взвелся. А, или это он взвелся так. Все. Так, я выжил. Уже хорошо. А? Не попал? Ты куда целился, вопрос? Ну вот в эту среднюю белую. По-моему, надо по нулям сделать. Слушай, неплохо. Ожидалась большая отдача. Вот я поставил на 0. То, что тут уже накрутили. Посмотрим сейчас. Я целюсь вот в среднюю, которая за бочками. Посередине между бочками и зеленой, понял? Пошло выше? Да. Куда? Выше. Выше? Да. Поменяли угол возвышения крестика, и он у нас опустился чуть ниже. Видно, что близко, но попал он, так сказать, значительно выше. О. Левее, да? Чуть выше левее, да. Опять левее. Левее и выше опять, да. Давай вот на этой, на зеленый сейчас попробую. Хотя будет видно, куда я попадаю. Мишень даже не поколыхнулась. По-моему, там дырка, не? Ну да, вот еще одна дырка появилась. Пароль. 952455. Очень, блядь, интересно. Короче, давай по этим стрелять в сторону этих. Шин. Да, под нее будем стрелять и поймем, какой разлет, да? Левее ушло, да? Вот. Почти. Незначительно, но правее вышло. Давай, сейчас будет другой результат. Пристрелочка происходит. Сегодня мы проверим, можно ли скрыться от 50 БМГ, выпущенным из винтовки французской, за 3 бочками с водой. Остановит первая бочка, вторая, третья или вообще не остановит ни одна. Там у нас стоит слоумо камера, винтовочку я пристрелял. Время пострелять! Офигеть, здесь был гидроудар внутри, смотри, бронебойно-зажигательный трассирующий проникает внутрь, то есть первое отверстие маленькое, а дальше просто разрыв идет, бочку просто разрывает. Это 1,50 БМГ, что творит, смотрите. И она пробивает вторую бочку, и во второй уже бочке заканчивает свое полетное время. Либо это случилось в результате вторичных осколков. Да, тут точно было без шансов, офигеть. Итак, у нас остается одна бочка полностью целая и 2 поврежденные. Но фактически 3 целых, если стрелять вниз. Давайте еще постреляем.
После того, как я прострелял винтовку, она стала вести себя просто идеально. Видно, что при транспортировке с того места, сами понимаете, какого, ее все перекрутили. А сейчас она стреляет точно в цель. Куда целюсь, туда и попадаю. Но это ближнее расстояние. Чуть позже мы попробуем дальше. Сейчас стреляем в нижнюю часть бочки. Ничего себе. Бочку снесло вторую, офигеть. Стреляем еще. Вот это я приноровился. Стреляем еще. Кстати, когда приноровишься, прям очень хорошо. Так, а что если вверх выстрелить и касательный по второй? Еще стреляем. Стреляем по левой бочке лежачей. Еще разочек и с бочками закончим. Так, идем глянем, что там с этими бочками, и притащим еще одну бочку, в которой будет бензин. Пока мы будем ходить, пары, как всегда, там чуть-чуть замешаются, и оно же бронебойно-зажигательно-трассирующее. Стало быть, пары бензина, способные воспламениться в результате того воздействия. И если это так, то бочку придется поставить чуть подальше. Смотри, входное отверстие идеальное. И дальше бум. Разрыв. Причем, видите, когда в бочке уже было немного воды, выходное отверстие было не таким мощным. Но посмотрите, один-то... я понял, как это произошло. Мы стреляем в ту бочку, она чуть-чуть касается второй бочки, лежачей. Вот здесь, видите? Начинается раскрытие боеприпаса, бронебойно-зажигательно-трассирующего, и здесь просто происходит детонация фактически. Но смотрите, эту бочку разорвало. Ее тоже разорвало. Оттащу на дистанцию метров 100 бочку с бензином. Посмотрим, правда ли в фильмах показывают, что если стрелять по бочке, то она взрывается. Сегодня как раз ваш день, господа. Сходите, как говорит мой друг, за бутербродиками. Отправь жену на ноготочки, сына к бабушке, завари себе чайку. А сами отправляйтесь. Кстати, вы знаете, у нашего друга, у Вадима Канделинского, который монтирует наши видео, есть незамысловатый такой бложик, что ли, на ютубчике. И если вы найдете ссылку в описании, а это наш подарок ему на день рождения, то если вы подпишетесь, это будет просто супер круто. Вообще-то он достаточно смело там отжигает на разные юмористические темы. Эй, Свофорд! Твой папаша гнида служил во Вьетнаме? Сэр, да, сэр! Отлично! У него хватило смелости сдохнуть там! Сэр, нет, сэр! Паршиво, черт возьми! О чем это я? Ну да. Неужели миф о том, что в играх, когда ты стреляешь по бочкам, они взрываются, правда? Я здесь для того, чтобы это проверить. И сегодня это одиночка, винтовка, хрен знает откуда пришедшая ко мне, французская Летаньон, хочет это проверить вместе со мной. Я отойду на 100 метров и бахну в каждую из них по одному бронебойно-зажигательно-трассирующему пулеметному патрону 50 БМГ. А что будет дальше, вы сейчас увидите сами. И да, они не полностью наполнены бензином, чтобы произошла вот эта вот реакция, знаете, как произошло с водой. И если они взорвутся, тогда я скажу, миф подтвержден, эта винтовка просто супер. Кстати, винтовка эта мне очень нравится. Она меня пока еще не подводила, она хоть и нагрелась, но, возможно, только потому, что она на моем плече. Если вы понимаете, о чем я. Момент истины. Бронебойно-зажигательно-трассирующий заряжаю в французскую винтовку. 50 БМГ зарядил и стреляю по бочке.
Правда или миф? О! Загорелось! Надо добивать! Надо добивать! Что-то происходит, но все-таки недостаточно. Работаем еще, братья! Да, бочка уже открыта. Но все равно, зараза, не поджигается. Что ж, у меня закончились аргументы. Может быть, конечно, пострелять во вторую. Что-то изменится, какие-то другие условия будут. Выстоять не вверх, а сразу же вниз. Давайте попробуем. Стреляю сразу вниз, где есть бензин. Опа! Что-то было! Горение есть, но взрыва нет. По-моему, без вариантов. Так, а что если я заберусь чуть повыше? И типа сверху вниз прям. И отсюда выстрелю по первой бочке. По левой бочке, точнее. Ну, пожалуй, это все, на что мы можем рассчитывать, господа. Бочки не взрываются. Ни при каких обстоятельствах. Может быть, конечно, причина в том, что там не очень много бензина. Но, увы и ах. Что ж, у меня есть следующая идея для эксперимента. Для этого я сяду в тачку и доеду до вон той бэхи. Пары бензина 100% должны были бы, наверное, сдетонировать, если бы туда мы поднесли спичку или еще что-то. Но бронебойно-зажигательный, хоть он называется зажигательный, зажечь нам сегодня не получилось. Раз, два, три, четыре, пять, 6 попаданий. Первый раз я выстрелил в верхнюю часть, думая, что там вот все это происходит и должно быть что-то будет. Но бензин там все еще есть. Сзади разрывы такие черные. Но, увы, чуда не произошло. Все ваши игры врут. Я имею в виду игры не ваши, а тех разработчиков, которые вам врут. Здесь тоже две дырки, два отверстия с обратной стороны. Видно, что детонация боеприпаса снаряда, так сказать, произошла. Пули. Боеприпаса, снаряда, пули. Как много я говорю всего, что может зацепить вашу тонкую душевную организацию. И вы напишите об этом: чувак, это еще не снаряд! И потом я такой типа: так, а что если сверху вниз? Там ведь бензин внизу, поэтому я стреляю сверху вниз. И я попадаю сверху вниз, и вот дырка. Ну да, я забыл. Кажется, вы любите слово «отверстие». Учитывая калибр и бронебойные патроны 50 БМГ, которыми стреляет сегодняшняя французская винтовка, которую вы сами знаете, где мы нашли после недавних событий, она все-таки антиматериальная, потому что сам калибр предполагает. И ведь 50 БМГ предназначен для того, чтобы разрушать бронированные и легко бронированные цели. Так вот, бронированная цель у нас прямо перед глазами, вот в эту часть ее
получается, в заднюю и нижнюю часть я сейчас буду стрелять. Здесь, видите, все, что заржавело, это нам не интересно. Все, что будет новое, мы увидим. Бронебойные зажигательные трассирующие будут красиво показаны на слоумо, и мы поймем, есть ли пробитие. А тут ведь у меня сейчас нет интернета под рукой, но я думаю, что здесь, наверное, 6 мм, от 6 до 10 мм брони в нижней части БМП-2. Потасканный жизнью манекен уже пробить не раз, но эти пробития мы точно ни с чем не перепутаем, они будут достаточно внушительные. Вот здесь находится манекен, и он ждет своей участи. До мишени 650 метров. Тут еще у меня тачка есть, смотри, я могу по ней немножко пострелять. Как там разрушительно раньше Зёбра озвучивает? Здорово, парни! Сегодня мы постреляем по вот этой тачке, а еще мы постреляем по вот этой БМПшке. 50 БМГ, мое любимое оружие. Работаем на дистанцию 650 метров. Во-первых, попытаемся попасть, как это бывает в наших выпусках не всегда, как вы знаете. А во-вторых, попробуем пробить дно БМП-2. Неплохо. Берем чуть правее по команде нашего друга. Туда, куда нужно, да? Что ж, еще разочек давайте. Вот видите, какой я вам лайфхак подсказываю, как надо доставать их. Знаете, честно скажу, мне она нравится даже больше, чем 50 BMG Barrett. Не знаю почему, но не могу объяснить это чувство, но вот хочется из нее стрелять постоянно. Очень быстро заряжается, без каких-либо факапов. То есть вот эта история, я так понял, что предохранительная. Хочешь поставить предохранитель, вот у тебя предохранитель. Хочешь поставить боек в боевое положение, go. Работаем. Давайте постреляем по шахе. А, это Славута у нас там. Так, ствол горячий, но он справляется полностью. То есть, если я вот таким вот образом где-то засяду в километре от противника, я думаю, что всем противникам вокруг не захочется быть моими противниками. Давайте посмотрим, что я могу сделать с этой машинкой. Здесь будет только коптер. Поехали. Бам! Берем чуть правее. Братишка, это тебе не в Call of Duty на PS-очке с подведением на цель. Очень нравится. Стреляю еще раз по броне. Реально вообще очень крутая винтовка. Я не знаю почему, но с нее прям хочется стрелять. А давайте посмотрим, что будет с покрышками, если по ним пострелять. Стреляю практически в упор. Не, их просто прошивает. Не знаю, что там французы придумали с этой винтовкой, кто автор этой винтовки, но я думаю, что те, кто причастны к этой винтовке, ее увидят и скажут: да, чувачок, это наша винтовка. Я все еще попрошу вас, дорогие подписчики, мне хочется провести расследование, что же это все-таки за винтовка. Давайте посмотрим еще раз на маркировку. Написано Le Taignon 001. С французского я загуглил, это переводится как цепень. Вот этот значок, вот его близко покажем, не то тут какой-то лев, какие-то волны, то ли это какие-то топоры. Что это за прицел, я тоже не знаю. Я никогда не встречал ничего подобного.
И вы, может быть, дорогие друзья, напишите в комментариях, и мы вместе проведем такое маленькое французское расследование. Слушайте, ну это очень круто. Это очень круто. Я говорю не про только вот этот вот тонкий слой, потому что я попал в передний. Смотрите, а он здесь значительно толще. Стопроцентное пробитие во всех случаях. Там, где толще, там, где тоньше, везде. Это очень круто. Представляете, что вы можете сделать с одной такой винтовкой, находясь в километре и даже в 1,5 километрах от противника. Вы видели, что он делает с водой, а что будет с человеком внутри, я даже представить боюсь. Но у меня же есть манекен, который здесь... Ни хрена! Сисечки немножко подпортились, так сказать. Посмотрите, ее входит сюда, выходит через левое, ну фактически сквозь сердце проходит, да. Вот, и еще разочек, видите, снизу зашло, вон, бам. Или это осколочные уже были. А, нет, хотя вот было вот это вот. Вот это левое, получается, было. Вот это левое, а вот это правое. Это был, вот это выход, кстати. Вот это вход, вот это выход, потому что здесь сработало БЗТ после того, как уже препятствие первое встретило. Слушайте, ну это прям очень круто. Нереально круто. Если подойти, то можно увидеть, что внутри там еще один металлический предмет, который тоже пробит. Вот что делает патрончик 50 БМГ, выпущенный из снайперской винтовки, из которой мне сегодня очень понравилось стрелять. И знаете, это вот странное реальное ощущение, вот это отдача, как будто бы сначала я ее боялся, и мне было сложно с ней справиться, а потом я расслабился, и вот прям даже целился очень быстро, так сразу же, раз, бам, и все, видите, все, куда я стрелял, вы видите, какая точность, можно представить, да, бам-бам, то есть все очень рядом, то есть это я уже переносил огонь специально влево. Видно, как распространялись языки пламени. Видите, он прошел внутрь и вышел через капот. Смотри, он продырявил все, что есть, все металлические препятствия, в том числе сидушки, руль. И вот отверстие выходного дня. Еще одно выходное. Вот оно. Здесь уже он шел, получается, вот так, смотри, вот здесь вот приподнял он вот эту штуку. Или вот дыра. То есть он прошел сквозь сидушку. Вот, сквозь сидушку он прошел. Смотри, а здесь, получается, пуля как-то интересно прошла. Вот здесь она прошла. А зашла при этом она вот здесь. Слева. Ого, так горячо. С вами крупнокалиберный переполох. Не переключайтесь. Дальше будет интереснее. Пока.